Вы когда-нибудь задумывались, что происходит в человеческом сознании, когда оно полностью отключает инстинкт самосохранения и игнорирует все предупреждающие знаки, выставленные цивилизацией? В 2009 году одна женщина в берлинском зоопарке сделала именно это. Она не просто прошла мимо табличек с надписью «Опасно для жизни», она сознательно перешагнула через невидимую грань, отделяющую человеческий мир от первобытной ярости природы. Это был солнечный пасхальный понедельник, 13 апреля. Берлин в этот день дышал весной. Воздух был наполнен ароматами свежевыпеченных вафель, жареных сосисок и едва уловимым запахом просыпающейся земли в Тиргартене. Тысячи людей, семьи с детьми, влюбленные пары, туристы со всех уголков света заполнили аллеи зоологischen Garten Берлин, старейшего и самого известного зоопарка Германии. В этот праздничный день никто не ожидал стать свидетелем того, как человеческая жизнь едва не оборвется в пасти одного из самых опасных хищников планеты. Среди этой ликующей толпы Мэнди Кей выглядела совершенно обычной женщиной. Ей было 32 года, она была матерью, дочерью и бывшей учительницей. Но внутри нее бушевал шторм, который не был виден стороннему наблюдателю. Пока дети вокруг смеялись и ели мороженое, Мэнди целенаправленно шла к вольеру белых медведей. Этот вольер всегда был одной из главных достопримечательностей зоопарка. Массивное сооружение из бетона и камня, имитирующее арктический ландшафт с глубоким бассейном ледяной воды. Здесь обитали 4 гигантских хищника, каждый из которых весил около полутонны. Для большинства посетителей это были величественные существа за безопасными стенами, но для Мэнди они стали чем-то иным. В ее сознании, искаженном затяжной депрессией, эти медведи стали символом ее собственного заточения. Она видела в них родственные души, могучих существ, запертых в клетке, окруженных миром, который они не выбирали. Мэнди подошла к краю массивного каменного выступа. Перед ней лежала пропасть, внизу которой темнела холодная вода. Обычный человек почувствовал бы головокружение и страх, но Мэнди действовала с пугающей решимостью. Сначала она перемахнула через высокий шипованный забор, который должен был остановить любого нарушителя. Затем она буквально продралась сквозь густую стену колючих кустарников, не обращая внимания на то, как ветви рвут ее одежду и царапают кожу. Последним препятствием была бетонная стена высотой около метра, отделяющая смотровую площадку от самого вольера. Она взобралась на нее и, не колеблясь ни секунды, прыгнула вниз. Это не было случайным падением или результатом неосторожности. Это был осознанный шаг в бездну. Вода сомкнулась над ее головой, и в этот момент праздничный гул зоопарка мгновенно сменился ледяной тишиной. Когда она вынырнула, то не стала звать на помощь. Вместо этого Мэнди начала уверенно плыть к центру бассейна, туда, где на скалистых островах грелись хищники. На смотровых площадках воцарилась гробовая тишина, которая через мгновение взорвалась криками ужаса. Люди не могли поверить своим глазам. Они видели женщину, которая плыла навстречу смерти, и на ее лице застыла странная, почти блаженная улыбка. Почему она это делала? Почему она стремилась к существу, способному раздавить человеческий череп одним движением челюсти? Ответ крылся в ее прошлом, в той невидимой тяжести, которую она несла на своих плечах. Последние месяцы жизни Мэнди были чередой личных катастроф. Она потеряла работу учителя, которая была для нее смыслом жизни. Ее брак распался, оставив после себя лишь горечь и судебное разбирательство. Совместная опека над маленькой дочерью превратилась в ежедневное напоминание о том, что она больше не контролирует свою судьбу. Для Мэнди прыжок в вольер не был попыткой борьбы. В ее надломленном состоянии это была попытка найти покой, соединиться с чем-то чистым, диким и первобытным. Она искала место, где шум ее жизненных неудач наконец-то затихнет, где социальные ожидания и боль утраты больше не будут иметь значения.
Она плыла по мутной воде, приближаясь к скалистому выступу, где за ее движениями уже внимательно наблюдали 4 пары черных глаз. Один из медведей, огромный самец, поднялся на лапы. Его уши прижались к голове, универсальный признак агрессии в мире животных. Он скользнул в воду с грацией профессионального убийцы. В воздухе повисло такое напряжение, что казалось, его можно потрогать руками. Охрана зоопарка уже была поднята по тревоге, но ситуация была патовой. В вольер к белым медведям нельзя просто так прыгнуть, чтобы спасти человека. Это было бы самоубийством для спасателей. Когда Мэнди достигла края скалы и попыталась подтянуться, медведь уже был рядом. В этот момент тумблер хищника сработал окончательно. В мире природы нет места состраданию, есть только добыча и охотник. Медведь нанес первый удар. Его челюсти сомкнулись на спине женщины. По толпе пронесся коллективный вздох ужаса, звук, который невозможно забыть. Хищник обращался с ней как с тюленем. Он пытался затащить ее на глубину, чтобы утопить и приступить к трапезе. Острые зубы вошли глубоко в плоть, пробив слои одежды и кожи, чудом не задев позвоночник. И именно в этот момент, когда смерть коснулась ее, произошло нечто невероятное. Резкая, невыносимая боль и холод воды мгновенно разрушили пелену депрессии. Инстинкт самосохранения, спавший в глубине ее сознания, проснулся с яростью раненого зверя. Мэнди, которая всего несколько минут назад искала покоя, теперь сражалась за каждый вдох. Она начала отчаянно бить руками по воде, пытаясь оттолкнуть полутонное чудовище. Из ее груди вырвался дикий гортанный крик, крик существа, которое осознало ценность жизни лишь на самом ее краю. Медведь не отступал. Он кусал ее за руки и ноги, его когти рвали кожу, окрашивая воду в бассейне в зловещий красный цвет. Зрители наверху рыдали, закрывали детям глаза, некоторые снимали происходящее на камеры, находясь в состоянии шокового оцепенения. К вольеру уже бежали смотрители с баграми, сетями и огнестрельным оружием. Перед ними стоял чудовищный выбор. Убить величественное животное, которое не виновато в том, что оно хищник, или позволить женщине погибнуть на глазах у сотен людей. Один из охранников держал палец на спусковом крючке винтовки, целясь медведю в голову. Но опытные киперы знали, что выстрел может вызвать непредсказуемую реакцию у остальных 3 медведей, что превратило бы инцидент в кровавую бойню. Вместо пуль в воду полетели спасательные круги и канаты. Это были последние секунды борьбы. Мэнди, израненная и слабеющая от потери крови, сумела ухватиться за одну из брошенных веревок. Медведь продолжал преследовать ее, его челюсти щелкали в сантиметрах от ее ног. Смотрители использовали огнетушители, чтобы ослепить зверя белой пеной и создать шум. В этой хаотичной смеси пены, крови и криков несколько мужчин изо всех сил тянули канат вверх. Буквально за мгновение до того, как медведь снова вцепился в нее, Мэнди перетянули через край бетонной стены на безопасную территорию. Она рухнула на асфальт. Ее одежда была превращена в лохмотья, все тело покрывали глубокие рваные раны, но она была жива. Медицинская бригада, дежурившая в зоопарке, немедленно приступила к реанимации. Пока врачи останавливали кровотечение, медведи в вольере метались в возбуждении, дезориентированные шумом и запахом крови. Их загнали в закрытые боксы с помощью водометов. В тот день не погиб ни один человек и ни одно животное, что само по себе можно считать чудом. Мэнди была срочно доставлена в реанимацию одной из берлинских клиник. Хирурги работали несколько часов, зашивая многочисленные укусы. Физические раны были глубокими, но врачи понимали, что гораздо сложнее будет залечить те раны, которые привели ее в вольер. После того, как новость об инциденте облетела мировые СМИ, реакция общества была неоднозначной. Многие осуждали Мэнди за безответственность, за то, что она подвергла риску жизнь животных и психику свидетелей. Но постепенно фокус дискуссии сместился в сторону психического здоровья. История Мэнди Кей
стало громким призывом к тому, чтобы люди перестали игнорировать симптомы депрессии и одиночества. Выяснилось, что за несколько дней до прыжка она пыталась искать помощи, но система оказалась слишком неповоротливой. Этот случай заставил руководство берлинского зоопарка полностью пересмотреть протоколы безопасности. Были установлены дополнительные барьеры, которые практически невозможно преодолеть человеку, и внедрена система быстрого реагирования с использованием нелетального оружия. Однако для самой Мэнди эта история имела иную развязку. Столкнувшись со смертью лицом к лицу, она ощутила такую жажду жизни, какой не чувствовала никогда раньше. Шрамы на ее теле стали постоянным напоминанием о том, что она боец. Она прошла длительный курс психологической реабилитации, восстановила отношения с дочерью и постепенно вернулась к нормальной жизни. Она часто говорила позже, что тот прыжок в ледяную воду был самым ужасным и в то же время самым важным поступком в ее жизни. Он позволил ей проснуться. Она вошла в вольер как женщина, которая хотела исчезнуть, а вышла из него как человек, который твердо решил остаться. Эта история не только о встрече человека и хищника. Это история о том, как глубоко может завести человека отчаяние, и о том, какая невероятная сила скрыта в каждом из нас. Белые медведи в берлинском зоопарке продолжают жить своей жизнью, оставаясь величественными хозяевами Арктики в центре Европы. Они напоминают нам о хрупкости границ, которые мы строим между собой и природой. А история Мэнди Кей остается напоминанием о том, что даже когда стены кажутся непреодолимыми, а вода слишком холодной, у человеческого духа всегда есть шанс выплыть на поверхность. Мы часто строим стены из бетона и стали, чтобы защититься от диких зверей. Но самые крепкие и опасные стены — это те, которые мы строим вокруг собственного сердца. И иногда, чтобы их разрушить, требуется нечто столь же мощное и первобытное, как схватка с медведем в ледяной воде. Мэнди выжила, чтобы рассказать свою историю, и ее пример помог многим другим людям понять, что просить о помощи — это не слабость, а высшее проявление силы. Она доказала, что даже в самый пасмурный и безнадежный день, когда кажется, что впереди только пасть хищника, можно найти в себе силы ухватиться за спасательный круг и начать все сначала. Жизнь после вольера стала для нее новым путешествием, где каждый шрам был не знаком позора, а медалью за победу в самой главной битве — битве за право быть собой и продолжать дышать. Сегодня, спустя годы, этот инцидент вспоминают как один из самых драматичных эпизодов в истории Берлина. Но для Мэнди это просто день, когда она выбрала жизнь.